Вы когда-нибудь ощущали бабочек или нервную энергию в области солнечного сплетения или живота? Конечно, вы можете сказать, что это просто нервы, но если вы обратите внимание, то поймете, что это определенная структура энергии в вашем теле, которая стимулируется по разным причинам. Важно осознавать эти причины. И если вы это сделаете, вы сможете контролировать и интегрировать эту энергию, а не быть жертвой ее влияния. Чаще всего мы распознаем эти ощущения в животе, когда нервничаем или чего-то хотим, то есть когда это связано с эго. Работа с чакрами означает работу с химическими веществами в вашем теле. Это как стать алхимиком, работающим в лаборатории, где лабораторией является ваше тело. Чтобы пробудить эти чакры, мы работаем с огнем. Когда вы чувствуете адреналин или другие интенсивные эмоции, это работают ваши чакры. Тело — это транспортное средство, а сознание — водитель. Йога — это путь, а чакры будут темой этого видео, которое углубленно введет в основные понятия чакр. Скорее всего, вы уже немного знаете о чакрах, поэтому не буду много говорить о базовых понятиях, так как об этом сказано в сотнях видео в интернете. Итак, давайте начнем. О чакрах сказано много. Слово «чакра» происходит от санскритского слова «колесо», так что это круговые магнитные области в теле. Это 7 основных энергетических центров человеческого тела, через которые мы, как душа, как сознание, анимируем физическое тело. Реализовать эти проявления энергии внутри нас — это целый жизненный процесс, а не 5-минутное видео на YouTube. Мы будем изучать многие аспекты, потому что изучение чакр также означает изучение кундалини, праны, гормонов, эго, медитации и многого другого. Все это, конечно, глубоко связано с пробуждением сознания, астральной проекцией, просветлением, исцелением, телепатией, яснослышанием, открытием третьего глаза и многим другим. Мы будем изучать их с разных точек зрения, с точки зрения мейнстримной духовности, а также научно, психологически, биологически, религиозно. И все это, конечно, также связано с индуизмом, буддизмом и христианством. Существует множество чакр, много энергетических потоков в теле, но основные 7 синтезируют все эти энергии, так что это все, что действительно нужно понять. Кундалини также будет важной темой, она тесно связана с 7 чакрами. Можно сказать, что это топливо для наших чакр. Пробуждение кундалини — это также поднятие 7 змей, также известных как 7 космических огней. Число 7 в природе очень значимо. Это принцип, через который создаются все вещи. 7 чакр — это отражение этого. Они являются 7 проявлениями космической энергии внутри нас. Эти энергии могут быть самореализованы на глубоком уровне. Вы увидите много поверхностных интерпретаций того, что чакры значат для нас, людей. Но это всего лишь наши человеческие эгоистичные интерпретации того, что на самом деле является чистой и божественной космической энергией. Мы используем их таким образом. Но на самом деле цель духовности и цель нашего видео — установить контакт с этой энергией на ее сыром, первозданном уровне, а не со всеми этими проявлениями эгоистичных выражений. Итак, этот закон 7 в природе можно увидеть, выраженным во многих формах. У нас есть 7 дней, недели, 7 чакр, 7 основных цветов, 7 основных музыкальных нот, 7 основных планет, 7 церквей в Библии, которые соответствуют каждой чакре. У нас также есть основные эндокринные железы, их 7, которые также соответствуют каждой чакре. Давайте перечислим их. Итак, у нас есть первая чакра, корневая чакра, Муладхара чакра. На санскрите это церковь Эфеса в Библии, расположенная в копчике и также в гонадах, то есть это яички, мужские гонады, в которых образуются мужские половые клетки, сперматозоиды. И также у женщин это место, где развиваются и созревают женские половые клетки.
Некоторые системы также связывают это с надпочечниками. Далее идет сакральная чакра, Сватхистхана, церковь Смирны, расположенная в простате у мужчин или в матке у женщин. Некоторые системы смешивают яички и простату с первой и второй чакрами и, соответственно, меняют яичники и матку. В любом случае, это все находится в одной и той же нижней области тела. Далее идет чакра солнечного сплетения, Манипура, церковь Пергама, расположенная в поджелудочной железе или также в надпочечниках. Далее идет сердечная чакра, Анахата, церковь Театыра, расположенная в сердечной железе. Также есть дополнительная чакра легких, связанная с сердцем, и это связано с воспоминанием о наших прошлых жизнях. Далее идет горловая чакра, Вишуддха, церковь Сардиса, расположенная в щитовидной железе. Далее идет чакра третьего глаза, Аджна, церковь Филадельфии, расположенная в гипофизе. Некоторые системы говорят, что эта чакра находится в шишковидной железе, но на самом деле шишковидная железа – это самая высокая чакра. И последняя чакра, конечно, это коронная чакра, Сахасрара, церковь Лаодикии, расположенная в шишковидной железе. Как часто говорят, шишковидная железа – это трон души, где наш Отец на небесах, а небеса символизируют голову. Живет со своей короной, которая имеет много точек, символизирующих множество лепестков этой чакры, как это изображено на рисунках чакр в Индии. Это также связано с шишкой. Шишковидная железа буквально выглядит как шишка. Упоминая церкви, вы можете понять, что мы делаем в церквях. Мы общаемся. Также и цель работы с чакрами – это общение внутри тела, в этих 7 различных центрах. Чакры – это космическая энергия, с которой нужно работать священным образом. Кроме этих проявлений закона 7 в космосе, у нас также есть 7 духовных тел, каждое из которых соответствует 7 измерениям в природе. Эти 7 духовных тел человека включают физическое, эфирное, астральное, ментальное, будхическое, атмическое и тело духа, каждая из которых выполняет свою уникальную роль в духовном развитии. В различных системах вы найдете разные названия для различных духовных тел, но не будем запутываться в этом, особенно после ментального тела, поскольку проявления высших тел интеллекта начинают становиться крайне абстрактными, так что почти неприлично даже пытаться их обозначить и спорить о том, какое из них правильное. Астральное тело уже само по себе достаточно сложно понять напрямую. Возможно, вам не нравится идея о том, что Библия учит чакрам, однако многие люди ищут более глубокое понимание духовных тем и могут находить связи между различными учениями. Интуитивное восприятие текста может открыть новые горизонты для личной практики и понимания. И мы также должны понимать, что Библия предназначена для интуитивного понимания, а не буквального. И, конечно, большинство из вас уже знают это. Например, в истории, где тысячи людей вышли из Египта, и Моисей спас народ, разделив Красное море, египтяне символизируют эго. Мы должны сбежать от эго, убежать от нашего страдания и найти высшие уровни сознания. Другими словами, высшие измерения наших чакр. Горящие кусты, которые видел Моисей, это сознание, освещающее нам путь к выходу из страдания, пока мы пересекаем темный путь пустыни. Затем мы видим Красное море, которое символизирует нашу более глубокую, эмоциональную, примитивную и даже сексуальную природу. Когда мы учимся контролировать это, мы можем разделить море, наши эмоции, с помощью разума. Моисей представляет собой разум, и когда мы можем легко контролировать наши эмоции, мы можем пройти через середину Красного моря в обетованную землю, которая является свободой и освобождением от страдания. Это всего лишь небольшой пример того, как мы можем воспринимать эти древние истории в другом свете.
Если вы все еще немного скептически относитесь к таким отсылкам на Библию, давайте посмотрим несколько ссылок, которые будут уместны для этого вводного эпизода о чакрах. Итак, в Откровении, глава 5, говорится: «Я увидел в правой руке того, кто сидел на троне, свиток, и внутри, и сзади были запечатаны 7 печатей». Правая рука имеет много значений. Правая сторона имеет множество ссылок на протяжении этого текста, но здесь мы можем понять, что это относится к правому полушарию мозга, потому что именно правое полушарие мы хотим пробудить. Трон означает высший аспект сознания, который также часто называют троном или местом души. Как мы уже упоминали ранее, это шишковидная железа. Когда говорится «я увидел свиток внутри», это относится к нашему телу, а «на спине» указывает на позвоночник. Говорится, что на спине было 7 печатей, и это явно относится к 7 чакрам. Чтобы поставить это в перспективу, наша божественная энергия должна подняться через 7 печатей, через 7 чакр позвоночника, чтобы достичь трона, шишковидной железы. И это пробуждает храм тела, освещает 7 церквей и, что более конкретно, открывает правое полушарие мозга. Изучая чакры, мы должны понимать, что позвоночник – это не просто набор костей. Он является сердцем центральной нервной системы, который соединяет мозг, сердце, почки и так далее. Он связывает все эти чакры вместе. Позвоночный столб – это мыслящая часть нас. Через изучение чакр мы можем понять, что наше тело – это целый интеллект. Чакры имеют 7 цветов, и все чакры работают вместе, чтобы создать свет, откуда и произошел белый свет, рассеявшийся на 7 лучей, космических лучей. Радуга не будет радугой без всех своих цветов, верно? Мы не можем создать белый свет без всех цветов. Ошибочно думать, что каждая чакра пробуждается индивидуально или независимо, или что они пробуждаются систематически одна за другой. Каждая чакра уже пробуждена в какой-то степени, как в положительном, так и в отрицательном смыслах в каждом из нас. Важно понять, что мы глубоко сложные энергетические существа, и каждая чакра связана с другими множеством различных способов. Развитие этих энергетических центров требует огромных усилий и обязательств. Чтобы продвигаться вперед, нужно быть готовым находиться в своем внутреннем контакте и не отвлекаться на мир формы. Это не значит, что нам нужно быть в физической изоляции, хотя это может помочь. Но это означает, что мы больше не поддаемся мимолетным отвлечениям жизни и сосредоточены только на том, что происходит внутри нас. Как вы увидите, чакры поглощают внешние силы, когда этого не должно быть, и они должны генерировать свою собственную силу. Еще одно общее правило, которое мы увидим в отношениях чакр, заключается в том, что первые 3 чакры – корневая, сакральная и солнечное сплетение – являются нижними чакрами, можно сказать нижними, поскольку именно там находится большая часть нашей животной эгоистической природы. Поэтому мы должны научиться контролировать их с помощью наших высших чакр – сердечной, горловой и головной. В этой связи давайте послушаем, что о нижних 3 чакрах нам говорит доктор Джо Диспенза в своих статьях. Важно помнить, что когда мы говорим об алхимизации силы внутри каждого из этих центров, в них нет ничего плохого. На самом деле нам нужен каждый энергетический центр. Все они необходимы для нашего человеческого опыта, и эти центры важны. Но когда мы испытываем сомнения или теряем веру, это означает, что они вышли из равновесия. Мы видим сложные обстоятельства в нашей жизни или состояние, с которым сталкиваемся, из эмоций выживания и, следовательно, действуем с более низкого или более ограниченного уровня сознания. Когда это происходит, вместо того, чтобы поддерживать нас в их основных функциях, воспроизводить потомство, первый центр, питать и обеспечивать, чувствовать себя в безопасности и защищенности, второй центр, укреплять, делать и намеренно наделять силой, третий центр,
Эти центры питают и подпитывают чувства, которые мы больше всего ассоциируем с сомнением. Когда первый центр не сбалансирован, у нас могут быть зависимости, навязчивые идеи и компульсии, сосредоточенные на нашей сексуальности. Когда второй центр реактивен, нас может захлестнуть неуверенность, беспокойство, страх, стыд и вина, или чувство нехватки, нужды, жертвенности или недостойности. Когда третий центр не сбалансирован, возникают такие чувства, как гнев, разочарование, ненависть, осуждение, право, зависть, ревность, контроль, нетерпение, нездоровая конкуренция или самовозвеличивание. Эти эмоции выживания настолько прочно запрограммированы в нашей природе, что они являются автоматическими. Они настолько знакомы, настолько запрограммированы изначально, мы можем стать зависимыми от них. Когда это происходит, мы переходим на теневую сторону выживания, и наше сердце закрывается. Это потому, что когда мы находимся в состоянии выживания, это не время открывать свое сердце или творить, не время доверять или быть уязвимым. Итак, когда мы говорим о преобразовании энергии в этих первых трех центрах для работы с сомнениями, мы не судим сами центры как худшие или плохие, мы просто говорим о возвращении их в равновесие или баланс. Мы работаем над тем, чтобы поднять их огромную силу и энергию в наше сердце, центр творчества. И затем работаем с этой преобразованной энергией, чтобы исследовать новые возможности в неизвестности. И вот что происходит, когда каждый центр выровнен, эта энергия может естественным образом легче перемещаться в сердце. Как я уже говорил ранее, мы можем думать об этих первых трех центрах как о человеческом «я». Божественное «Я» начинается в сердце, и поэтому, если мы сможем переместить эту энергию на более широкий уровень сознания, помните, осознание нашего уровня сознания – первый шаг в работе с сомнениями, мы можем перейти в состояние бытия, в котором нам откроются новые двери. Мы перестаем пытаться принуждать и контролировать, мы перестаем сопротивляться, мы перестаем работать в сфере известных, ограниченных, предсказуемых результатов. Это способ выйти из застоя, перейти от состояния выживания, где эта энергия заперта в этих первых трех центрах, к месту творения. Балансировка этих центров для нашего величайшего блага вдохновила меня на создание медитации благословения энергетических центров. Итак, вернемся. Мы должны научиться контролировать их с помощью наших высших чакр – сердечной, горловой и головной. Мы делаем это, поднимая змею кундалини, которая является женской силой. Мы поднимаем ее через позвоночный канал. Эта женская сила пробуждает правую сторону мозга, создавая баланс и единство с нашей мужской стороной, известной в науке как левое полушарие мозга. Таким образом, кундалини не только женская, но мы в основном признаем ее как таковую, потому что вся наша энергия исходит из корневой чакры, нашей божественной матери или матери природы, которая предоставляет нам эту энергию для восхождения к нашему Отцу на небесах в нашем мозге. И как мы это делаем? Оставаясь с книгой Откровения, она продолжает. Люди начали горько плакать, потому что никто не был достоин открыть свиток или взглянуть внутрь него. Коренное или первоначальное значение слова «человек» означает «думать». Так что говорится, что никто не может открыть 7 чакр. Почему? Потому что человек с его мыслящим умом не может открыть чакры, думая. Тайны позвоночника не могут быть открыты, не могут быть ощутимы или открыты путем спекуляций, теорий или песнопений. Это должно быть пережито. Далее говорится: «Не плачьте. Вот лев из колена Иудина победил, чтобы открыть свиток и его 7 печатей». Лев Иуды представляет зодиакальный знак льва, который символизирует солнце и также сердце. Солнце — это сердце, центр нашей солнечной системы и также центр нашего энергетического тела и чакр. Не волнуйтесь, эти библейские ссылки станут более понятными чуть позже. Например, вы увидите, как сердечная чакра является важным шлюзом для разблокировки как нижних, так и верхних чакр.
Таким образом, через стимуляцию энергии кундалини, которая обладает своей женской силой в любви, любовь является огнем сердца. Эта энергия поднимается по позвоночнику, подобно тому, как солнце восходит в физической жизни через чакры и взрывается в свет, разделяясь на 7 цветов проявления. Мыслящий ум не может открыть чакры, это должно сделать сердце. Сердце-ум. Если вы хоть немного продвинутый практик, вы знаете, что если вы сосредоточите свое внимание в области груди, в области сердца, вы почувствуете вибрации естественной любви, исходящие от сердечной чакры. Немногие могут это сделать. И многие могут сказать, что «я ничего не чувствую» или «не ощущаю энергии в центре сердца». Именно для этого мы здесь, чтобы попытаться открыть, почувствовать и общаться с этим центром любви. Когда вы были подростком и испытывали свою первую любовь или влюбленность, вы, вероятно, замечали жжение в груди. Это связано с сердечной чакрой. Чтобы понять, как работают чакры, мы можем рассматривать их как 7 магнитных центров внутри нас, которые притягивают и накапливают определенные силы или энергии. Эти энергии могут поступать из различных источников, но какова же основная или сырая сила, которую используют эти сенсоры? Это прана. Прана означает «жизненная сила». В духовном и материальном смысле прана повсюду, в каждом атоме и во всех элементах. Прана также известна как дыхание. Она повсюду. Не углубляясь в технические детали, давайте поймем метафизический процесс, через который прана хранится в чакрах. Сначала прана превращается в акашу, принцип эфира, связанный с эфирным телом, а затем превращается в нечто, называемое таттвами. Таттвы — это, по сути, вибрация эфира. Если вы знаете что-то об эфирном теле, эфир — это как бы вибрационная энергия, находящаяся между физическими и духовными измерениями. Именно через живость таттв чакры вибрируют, и когда они вибрируют, это стимулирует 7 эндокринных органов. Когда эти органы активируются, они выделяют определенный тип молекулярной структуры гормонов, и мы ощущаем это как энергию. Проще говоря, прана попадает в чакры, затем в эндокринные структуры, а они создают гормоны. Эти гормоны, по сути, являются нейротрансмиттерами в системах тела. Нейротрансмиттеры — это химические молекулы, которые высвобождаются нейронами и обеспечивают передачу сообщений от одного нейрона к другому. Теперь обратимся еще раз к доктору Джо Диспенза. Мы снова и снова вращаемся вокруг этих первых 3 энергетических центров. Но чтобы использовать всю энергию, нам нужно перемещать ее вверх. Чтобы направить ее внутрь себя, активируйте свое сердце и позвольте себе чувствовать, жить с нового уровня сознания. Между прочим, с нашими первыми 3 энергетическими центрами все в порядке. Но когда мы живем только в этих центрах, мы задействуем жизненные ресурсы тела, живя только ради выживания. В результате у наших сердец остается очень мало энергии, чтобы открыться. Но если мы трансформируем эту энергию, настроимся и пробудим наши сердца, становится возможной совершенно новая жизнь. Так же, как песня состоит из всех этих элементов, всех инструментов, всех нот, всех ритмов, песня нашего существа состоит из всей информации, содержащейся во всех наших энергетических центрах. Хотя каждый из них индивидуален, обладает собственными дарами и информацией. Они опираются друг на друга, создавая согласованность и целостность внутри нас. Другими словами, энергия первого центра фактически содержится во втором центре. Энергия третьего центра содержит в себе энергию первого и второго центров. Энергия четвертого центра удерживает информацию и резонансные частоты третьего, второго и первого. И так с 5, 6, 7, вплоть до 8. Они все разворачиваются в некотором смысле как эхо из источника, потому что мы разворачиваемся из источника.
Каждый центр разворачивается на более медленной частоте в математических гармониках предыдущего, вплоть до плотности, как наверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Таким образом, вы не можете иметь первый центр без восьмого, потому что частота каждого содержится в том, который ему предшествует. И поэтому, когда мы благословляем их, мы возвращаем их к равновесию, потому что энергия внутри каждого будет влиять на тот, что находится над ним. Мы возвращаем их к единству, мы возвращаем их к порядку, мы подключаемся к энергии и информации, заложенной в каждом. Мы выравниваемся с их божественным раскрывающимся замыслом. Когда мы благословляем наши энергетические центры с этими намерениями в уме, и каждый центр открывается и предлагает нам свои дары, все наше существо начинает вибрировать с песней согласованности. По мере того, как мы учимся работать с этой энергией, эта простая песня превращается в симфонию резонансного порядка. Отсюда нам открываются неограниченные возможности. Мы можем выйти далеко за рамки задач работы с сомнениями, выхода из тупика или решения проблемы. Мы можем эволюционировать от выживания к созиданию, к процветанию. Когда вы чувствуете адреналин или другие интенсивные эмоции, это работают ваши чакры. Или когда вы находитесь в глубокой медитации и испытываете экстаз, блаженство, самадхи, это ваша шишковидная железа выделяет гормоны. Гормоны, такие как серотонин, мелатонин и дофамин, являются примерами химических веществ, которые можно назвать нейротрансмиттерами или даже нейрогормонами. Например, 50% дофамина производится в кишечнике, что связано с чакрами солнечного сплетения и сакральной. Вы когда-нибудь ощущали бабочек или нервную энергию в области солнечного сплетения или живота? Конечно, вы можете сказать, что это просто нервы, но если вы обратите внимание, то поймете, что это определенная структура энергии в вашем теле, которая стимулируется по разным причинам. Важно осознавать эти причины, и если вы это сделаете, вы сможете контролировать и интегрировать эту энергию, а не быть жертвой ее влияния. Если вы находитесь в контакте с этой энергией, это может быть также форма телепатии, когда кто-то посылает вам информацию или думает о вас. Телепатия основана на солнечном сплетении, а не на голове. Но, возможно, мы подробнее разберем это в следующих видео. Кстати, чтобы освоить сакральную чакру в области живота, также нужно освоить астральную проекцию. Но мы тоже поговорим об этом позже. Чаще всего мы распознаем эти ощущения в животе, когда нервничаем или чего-то хотим, то есть когда это связано с эго. Работа с чакрами означает работу с химическими веществами в вашем теле. Это как стать алхимиком, работающим в лаборатории, где лабораторией является ваше тело. Чтобы пробудить эти чакры, мы работаем с огнем. Другими словами, первичная энергия, первичный огонь кундалини – это та же энергия, которая дала вам жизнь. Что такое солнце? Это пылающая сфера, огненное колесо, которое дарует нам жизнь и пищу. Мы постоянно поглощаем солнечные атомы, которые поступают в наше тело и чакры. Но огонь также является разрушительной силой. Поэтому кундалини часто понимается как двуострый меч. Этот первичный огонь кундалини, та же энергия, которая дала вам жизнь, поднимается через эфир, духовные измерения, чтобы сознательно соединиться с интеллектом магнитных центров внутри вас. На начальном уровне наши чакры в основном получают энергию из внешних источников. Работа с чакрами и кундалини – это сочетание любви и психологии. Эта энергия должна течь естественно, но наши негативные и бессознательные эмоции мешают нам быть в согласии с источником праны, который является кундалини, той женственной силой, которая порождает всю энергию и все проявления реальности. В определенные моменты вы можете почувствовать движение этих энергий. Например, это может проявляться как в виде легких приятных разрядов в разных частях вашего тела.
так и интенсивных движений всего вашего тела. Таким образом происходит загрузка или распечатывание информации в медитации, например. Работая с нашими эмоциями и докапываясь до правды внутри себя, особенно когда мы принимаем эту правду и приходим в согласие с ней, мы можем чувствовать, как энергия высвобождается, и это может проявляться как тепло, движущееся в разных органах нашего тела. Когда эмоция была нами заблокирована, ведь у каждого человека когда-то был негативный опыт и переживания, мы тем самым запечатываем эту эмоцию внутри своего тела, а при проработке энергия разблокирует эту энергетическую плотину, и мы ощущаем ее движение. Именно поэтому медитация — это не только о том, чтобы стать знакомым с собой, но и также про наше тело. И нам очень важно научиться чувствовать себя, чувствовать любовь. Эта энергия чистая, неразбавленная любовь. Именно поэтому отношения полезны для практики любви. Любовь превосходит все захваты эго, но, к сожалению, сегодня большинство людей не знает, как любить. Поэтому мы видим, что интимные отношения и пробуждение чакр одинаково сложны. Если вы слишком запутались в интеллектуальных вопросах о том, что такое любовь, прекратите пытаться это понять. Любовь возникает естественно через практику преодоления эго. Жить в состоянии без эго значит любить. Невозможно не испытывать любовь, если у вас нет эго. Если у вас бывают моменты, когда вы чувствуете себя оторванным от этой глубокой силы любви, будьте уверены, что вам есть чему поучиться в познании мира и о себе. Так работает кундалини, или деви-кундалини. Божественная космическая матерь Шакти, символизируемая спящей змеей в основании нашего позвоночника. Когда мы радуем ее и предаемся ей, слушая свою совесть, она ласкает наш позвоночник и чакры, наполняя нас космической энергией. Но если мы постоянно совершаем негативные поступки и остаемся в низких состояниях сознания, она просто отступает. Она не может интегрироваться, потому что есть нечто, что мешает. И это вы. Мы должны научиться сдаваться и понимать, что значит любить. Невозможно поднять кундалини без любви. Любовь — это мощная космическая сила. Избавьтесь от поверхностных представлений о любви, которые вам навязывает общество. 7 чакр — это проявление различных лучей космической энергии, которые находятся как вне нас, так и внутри нас. Это сила, с которой вы можете осознанно взаимодействовать. Если вы хотите пробудить свои чакры и духовные силы только ради удовлетворения своих эгоистичных потребностей, вы потерпите неудачу. Вам нужно любить то, что дало нам эту энергию, и в первую очередь то, что дало нам жизнь. Это наша космическая мать. Так же, как мы вышли из утробы нашей физической матери, у нас есть духовная мать внутри нас. Это очень глубоко и требует много медитации и размышлений для полного понимания. Сложно выразить это так, чтобы это не было воспринято через призму нашего предвзятого восприятия. Космическая мать также является древнеегипетской богиней Нут, которая рождает богов. Пробуждение чакр и кундалини — это также становление богом, не в эгоистическом смысле, а в божественном. Богиня Нут родила Осириса, Гора, Исиду и других. Как видно на экране, она лежит над миром, открывая свое священное тело, которое является пространством, космосом. Где находятся планеты? В утробе самой Вселенной. Божественная женственность — это бесформенность, а божественная мужественность — это форма. Божественное мужское — это любой объект в пространстве, в сознании. Это может быть любой предмет в вашем доме или сама планета. Все это происходит из 7 лучей любви кундалини, которые проявляются на этой земле через вибрацию татв, из чистой праны, из чистой первичной жизненной силы. В следующий раз, глядя на ночное небо, вы смотрите на обнаженное женское тело творения, на акшу пространства, которое также является женственной.
Поэтому нужно научиться любить аспект божественной матери или женственности. Если вы этого не сделаете, вы отрицаете свое собственное существование, свой источник силы всего, что проявлено в этой утробе творения. Если вы тот человек, который наслаждается неуважением к женщинам, ненавидит их или считает их низшими, вы не сможете понять подлинную духовность. Кундалини не опасно, опасно эго. Что касается людей или учений, которые говорят, что кундалини опасно или сводит с ума, это просто невежество. Чистая сила кундалини лишь исцеляет. Это свет. Свет не опасен. Это глупо. Опасен мрак. Когда люди говорят об опасности кундалини, они имеют в виду тех, кто пытается мгновенно пробудить свои чакры с помощью определенных практик или наркотиков, но это не позитивное пробуждение. Это эгоистическое пробуждение. Потому что энергия пробуждается в перевернутом виде. В такие моменты все наши чакры находятся под контролем нашего эго. Когда вы пытаетесь усилить чакры без их очищения, что происходит? Все ваши иллюзии и фантазии реальности усиливаются, и вы становитесь еще более запутанными и сбитыми с толку, слушая только себя и все мечты и галлюцинации, которые ваше эго посылает вам в вашем внутреннем взоре. Кундалини подлинно пробуждается только через растворение эго и преодоление наших личных духовных испытаний, которые различны для каждой души. Кундалини пробуждается, когда мы проходим через испытания, когда мы преодолеваем свои трудности. Это символизируется тем, почему в различных духовных традициях есть испытания, которые люди должны преодолеть. Они отражают внутренние испытания, испытания сердца. Теперь давайте поймем более глубокий аспект состояния наших чакр. Люди все время спрашивают, как активировать свои чакры? Но они уже активированы, иначе вы были бы мертвы. Вы бы не были одушевленной душой в этом теле. Они активированы, но не пробуждены, то есть не самореализованы. Самореализация подразумевает очищение и балансировку этих чакр через свет осознания. В данный момент, пока наше сознание спит, наши чакры вращаются против часовой стрелки, они инвертированы. Наше страдание заставляет их вращаться таким образом. Это наше сопротивление. Поэтому нам нужно вращать их по часовой стрелке, в противоположном направлении, чтобы понять, в каком направлении они должны вращаться. Представьте, что вы управляете автомобилем и поворачиваете руль вправо. Так же, как руль вращается перед вами, чакры должны вращаться внутри вас. Каждый раз, когда вы используете свое воображение, которое является силой третьего глаза, в разрушительном, негативном, эгоистическом ключе, вы бессознательно используете и злоупотребляете своими духовными способностями. Мы делали это так долго, что это стало нормой. И поскольку мы не знаем, каково это – очищать эти чувства, мы не осознаем, когда используем их негативным образом, и какое влияние это может оказать на нашу реальность. Как говорит Будда, мы создаем свою реальность, и, становясь осознанными в отношении реальности, которую создаем, мы также осознаем карму, которую создаем. Таким образом, мы можем растворить повторяющиеся проблемы в нашей жизни, которые, скорее всего, происходят из-за этого. И в наших прошлых жизнях тоже. Мы не понимаем, как космические силы используются и злоупотребляются внутри нас для низменных проявлений реальности. Но если бы мы все были осознаны и организовали свои энергии положительно, мы искренне радовались бы за этого человека, а не испытывали зависть или злость. Мы были бы в мире и в ладу с собой, и не ощущали бы желания иметь новый iPhone, когда у вас уже есть вполне хороший. Вы также можете почувствовать искушение поддаться своим низким импульсам после пробуждения, особенно в нижних чакрах. Это можно буквально почувствовать там. Но, работая над собой и становясь чувствительным к этим энергиям,
Вы станете более осознанными в отношении своего энергетического поля, охватывающего ваши 7 чакр. Вы сможете контролировать их и сказать: «Я выбираю более эффективный способ использовать свои энергии». В заключение, ваши чакры уже активны. Будьте осознанны в их отношении. Чтобы упростить все это, чакра выходит из равновесия, когда в организме возникает новый тип энергии через опыт, особенно через наши реакции на эти опыты. Но когда мы не хотим что-то переживать и сопротивляемся этому, мы также смещаем наши чакры из соотношения с реальностью. Мы пытаемся сопротивляться своему опыту и страданиям множеством способов. Змеи и драконы были изображены как злые в некоторых мифологиях. Эго использует энергию чакр и, по сути, кундалини в негативном ключе. Это также помогает понять искушение Евы, когда она съела плод, предложенный змеем. Когда эго пытается использовать силу кундалини, оно помещает себя, свою тьму, в наши чакры, где кундалини должна находиться, и таким образом неправильно принимает форму змеи. Однако чистый символ змеи сам по себе божественен. Он может означать как добро, так и зло. Это символ силы, и мы можем использовать его как правильным, так и неправильным образом, либо через любовь, либо через эго. Таким образом, чакры в настоящее время контролируются бессознательно. Мы должны контролировать их так же, как можем контролировать свои конечности. Мы можем контролировать эту энергию. Мы не знаем, что на самом деле можем управлять и быть мастерами многих тонких сил. Это и есть суть. Сделать процесс становления достаточно чувствительным, чтобы ощущать их внутри своего тела. Чакры не являются чем-то исключительно духовным. У обычных людей тоже есть чакры, но пока один не наделяет их духом, своим собственным духом, они не становятся духовными и не становятся мостом для общения с высшими интеллигенциями сознания. Со временем практики вы сможете ощущать свое полное магнитное поле осознания, электромагнитную силу вашего бытия, и лучше чувствовать, как вы будете реагировать или отвечать на новые энергии, людей или ситуации, оставаясь в новом состоянии самообладания и владения собой. Эта практика глубокого погружения в тело заземляет вас, укрепляет в настоящем моменте, а изучение чакр способствует этому заземлению. Именно через это вы можете чувствовать себя более интенсивно присутствующим, чем когда-либо прежде. Обычно мы вырастаем, естественно, развивая первые 3 чакры, но даже во взрослом возрасте большинство людей не может развить их. Особенно не могут развить высшие чакры – сердечную, горловую и головную. Эти токи электрических энергий внутри нас имеют бесконечные возможности, но сейчас они скорее напоминают озеро, чем реку. Они просто существуют. И если немного наклонить, они текут в одну сторону. Или что-то в вашей жизни происходит. И вы реагируете. И эти энергии тоже реагируют. Цель всего этого – получить контроль над этими водами энергетических токов и направлять их, стимулировать, очищать и пробуждать. Эти энергии первобытны и всегда хотят выразить себя или быть использованными, но в настоящее время единственный способ, который мы знаем, как их использовать, это через наши низшие побуждения. Физическое тело также является частью этой божественной энергии. Как сказано, оно создано по образу Бога и поэтому не может справляться с таким количеством негативной энергии, использующейся в чакрах, что ослабляет его и проявляется в заболеваниях. Когда мы сдерживаем, сохраняем эту энергию и работаем с ней, у нас остается больше энергии, чтобы направить ее на духовное осознание и исцеление. Именно поэтому универсальным символом медицины является змея, поднимающаяся по позвоночнику, что указывает на древнюю мудрость. Когда мы находимся в контакте с этой силой, мы можем чувствовать негативную энергию до того, как она войдет в наше энергетическое поле, прежде чем она попадет в тело нашего храма.
и остановить ее еще до того, как она войдет в наше энергетическое поле, тем самым предотвращая проявление болезней. Когда мы говорим, что энергия входит, имеется в виду вещи, которые могут приходить изнутри нас, наше эго, наши искушения, наших внутренних демонов, так сказать, или также извне. Например, по мере нашего прогресса мы становимся более способными чувствовать негативную энергию других людей. Это не значит, что нам нужно исключать этих людей. Вы можете сделать этот выбор, но вы становитесь более способными не впитывать эту энергию бессознательно, ведь вы можете впитывать бессознательность других, только если сами не осознаете эти вещи внутри себя. Вот почему мы обычно привлекаем людей на аналогичных уровнях вибраций. Мы привлекаем только то, с чем у нас есть резонанс. Это также объясняет, почему Иисус сказал Моисею сделать змею и положить ее на жезл, наш позвоночник. И Моисей сделал это, показал своему народу змею на жезле и сказал им, что кто воспользуется этой змеей, тот не пострадает во время своего пути. Хотя слушать видео интересно, но если вы действительно хотите углубить свое понимание, практика жизненно важна. Нам сначала нужно научиться входить в контакт или чувствовать внутреннее тело и его энергию. Были ли вы осознанны и внимательны к своему физическому телу, пока слушали это? Попрактикуйтесь в том, чтобы быть в настоящем с телом и внутренней жизненной силой. Внутри нас столько энергии и живости, и практики, которые мы можем дать в течение следующих видео, станут гораздо более мощными. Друзья, напишите нам в комментариях, была ли интересна вам эта тема, и хотели бы вы узнать больше о каждом из наших энергетических центрах подробнее.